Привет, Арми! Вчера во время прямой трансляции Чингук снова выдал момент, который заставил многих фанатов безостановочно улыбаться. С самого начала он выглядел расслабленным, его спокойный взгляд неизменно приковывал всеобщее внимание, а улыбка освещала весь экран. Каждый раз, когда он смеялся, чат наполнялся реакциями, его мягкий, искренний смех делал атмосферу еще более интимной. Казалось, он наслаждался каждой секундой, многие смотрели, не в силах отвести взгляд, в ожидании, что он скажет дальше. Один из самых запоминающихся моментов был, когда он играл в страшную игру, испугавшись, он почти произнес фразу, но вовремя оборвал ее. Его естественная, быстрая и уморительная реакция стала изюминкой для фанатов, его смешанное выражение удивления и нервозности еще больше разожгло смех в чате. Во время прямой трансляции Чингук также нашел минутку, чтобы поблагодарить Арми. Его слова были теплыми, простыми и прямыми, создавая ощущение близости, как будто он обращался напрямую к каждому зрителю. Еще один момент, вызвавший много обсуждений, случился, когда Чингук начал петь песню Джастина Бибера «Auf My Face». Его голос был чистым и ясным, без прикрас, и чат буквально наполнился сообщениями, полными удивления и радости. Для многих поклонников это стало изюминкой трансляции, его пение создавало безмятежную, чарующую атмосферу, почти как личное выступление. Некоторые поклонники Тыкука начали ассоциировать мелкие детали трансляции с той позитивной энергией, которую они обычно видят, не для того, чтобы делать громкие заявления, а чтобы делиться теплыми чувствами, исходящими от каждого маленького жеста Чингука. Трансляция закончилась на приятном впечатлении. Чингук излучал спокойствие и радость, и каждая его реакция, смех и слово делали ее стоящей. Поклонники завершали день улыбками, комментировали любимые моменты и с нетерпением ждали следующего спонтанного момента. Когда кто-то не может сказать вслух, кого он любит, его поступки начинают говорить за него, это часто видно в отношениях Тэхёна и Чингука, о которых многие фанаты читали. Чингук выбрал медведя своим любимым персонажем и не хотел делиться им, не ради забавы, а потому что это имело для него особое значение. Когда он позже выбрал тигра, он мог бы выбрать другого персонажа, тем не менее, он оставил их вместе, как будто это сочетание давало ему чувство комфорта и понимания. Эти два персонажа, разные, но дополняющие друг друга, неоднократно появлялись в его общественной жизни, всегда были рядом с ним, всегда изображались последовательно. На концерте PTD в Лас-Вегасе был стол с примерно 50 наклейками, Чингук выбрал только 2, тигра и медведя. Он без колебаний наклеил их на свою куртку. Любой, кто следил за ними годами, знает, что эти персонажи часто ассоциируются с Тэхёном и им самим. Он даже указал на наклейки несколько раз, как будто чтобы убедиться, что все обращают на него внимание. Момент стал ярким, когда Тэхён потянулся к той же наклейке и задержался там на мгновение, как будто узнал небольшое послание и ответил по-своему. После этого Тэхён тепло обнял Чингука, не глядя в камеру, не нуждаясь в объяснениях. Такие моменты – часть их динамики, тихие жесты, демонстрирующие связь, выкованную привычкой и привязанностью. Некоторые говорят, что любовь не всегда выражается вслух, иногда она проявляется в самых незначительных вещах, во взгляде, выбранном объекте или легком, неожиданном прикосновении. Вот что многие фанаты заметили за эти годы: дело не в создании грандиозного повествования, а в понимании маленьких закономерностей, которые постоянно возвращаются. Если кто-то действует последовательно, на то есть причина, не случайно два человека постоянно узнают друг друга в маленьких, повседневных деталях. Один из примеров, когда Чингук называет Тэхёна «мой маленький медвежонок», он говорит это спокойно, поглаживая Тэхёна по волосам, и Тэхён отвечает легкой, доверчивой улыбкой. Видеть их вместе всегда захватывающе, не только потому, что они делят сцену, но и потому, что то, как они двигаются и смотрят друг на друга, кажется, будто они говорят на собственном языке. Они прикасаются друг к другу без причины, смеются вместе и спонтанно танцуют, все эти, казалось бы, мелочные, но искренние. Даже перед камерой или в окружении других, их близость остается неизменной, непринужденной, естественной, просто струящейся. Чингук часто наклоняет голову, когда слышит смех Тэхёна, Тэхён подстраивается под его ритм, не говоря ни слова.
Поклонники, которые следят за ними, знают, что эти детали никогда не исчезают. То, как они встречаются глазами, как они поддерживают друг друга простыми жестами, все это кажется естественным и постоянным. Легкого прикосновения руки или легкой улыбки достаточно, чтобы раскрыть их связь, для этого не нужны долгие объяснения. Даже когда меняется обстановка, их способ быть вместе остается прежним, спокойным, близким и понимающим. Они ищут друг друга, даже в толпе, они сопровождают друг друга в тишине, соединяясь друг с другом маленькими жестами. Именно эти простые моменты отражают нечто настоящее, не преувеличенное, не чрезмерно показное, просто настоящее. Эта естественность заставляет фанатов следить за каждым жестом, каждой улыбкой, каждым прикосновением, потому что даже самые маленькие детали кажутся значительными и интимными. Наблюдать за ними вместе значит наблюдать за тем, как отношения растут день ото дня, маленькие детали, которые могут быть упущены другими, но очевидны для тех, кто обращает на них больше внимания. Их связь не вынужденная и не запланированная, это просто есть, проявляется в маленьких действиях, которые говорят громче слов. В конечном счете, все эти маленькие моменты подтвердили то, что никогда по-настоящему не исчезало. Отношения, которые развиваются естественно, не нуждаются в громких заявлениях, чтобы ощущаться настоящими. Чингук и Тэхён всегда демонстрировали это по-своему, жестами, маленькими решениями и спонтанными ответами, которые просто лились из них рекой. Ничто не казалось принужденным, все текло в ритме, который они уже установили. Поклонники научились читать их молчание, понимая, что существует связь, которая не всегда выражается громкими словами, а через постоянство, которое невозможно скрыть. Когда двое обмениваются смехом или взглядом, словно делятся маленьким секретом, все понимают, что это важнее тысячи объяснений. Такие отношения не нуждаются в афишировании, потому что они очевидны в их поведении. И, возможно, в этом и заключается их прелесть, отношения, которые не зависят от сцены, плотного графика или расстояния. Они остаются собой, по-прежнему испытывая тот же комфорт, по-прежнему находя друг друга в толпе и тишине. В том, как они подходят друг к другу, есть что-то такое, что заставляет поверить, что некоторые связи неизбежны. Поклонникам остается только наблюдать, собирая каждую крошечную частичку их взаимодействия и складывая ее в общую картину близости, которая медленно, но верно развивается. Каждая деталь становится частью бесконечной истории, которая продолжается из года в год, от концерта к концерту, от прямого эфира к прямому эфиру. Ей не нужно быть драматичной, потому что именно эта простота делает ее такой захватывающей. В конце концов, любовь, какой бы она ни была, часто не требует громких заявлений, ей нужно лишь постоянное присутствие. И именно это Чингук и Тэхён, два человека, которые продолжают выбирать друг друга в самых незначительных мелочах, которые понимают друг друга даже без слов и которые остаются связанными, даже когда за ними наблюдает весь мир. В каждом тихом моменте, в каждом легком прикосновении и каждой крошечной улыбке есть история, которую могут понять только те, кто действительно внимателен. И, возможно, именно поэтому поклонники не устают ждать от них новых моментов, каждое взаимодействие привносит новый слой, который усиливает то, что давно очевидно. Независимо от того, насколько они просты или кратки, мелкие детали, которыми они делятся, всегда кажутся значимыми. Всякий раз, когда они оказываются в одном пространстве, возникает тепло, как будто мир на мгновение остановился, чтобы освободить место для уникального равновесия, присущего только им. В конечном счете, их история не о том, чтобы что-то доказывать, она о том, как два человека понимают друг друга тонкими способами, которые часто упускаются из виду другими. Без драмы, без необходимости долгих объяснений, они прослеживают свою связь через маленькие, неизменные действия. И для любого, кто следит за их жизнью, этих моментов более чем достаточно, чтобы показать, что некоторые отношения действительно живут в самых тонких деталях, тех, которые можно увидеть только сердцем, а не только глазами. Каждый раз, когда они появляются, возникает чувство спокойствия, которое трудно объяснить, словно они несут в себе маленький мир, понятный только им, мир, которому не нужна публика, но который излучает тепло каждому, кто его видит. В том, как они двигаются, говорят или просто подходят друг к другу без причины, кроется история, которую они никогда не высказывали вслух.